Всем привет! Сегодня у нас послание духовных наставников. Многие знают их как ангелов-хранителей. И давайте сегодня без болтал. Не буду вас звать в проживание арканов, в манифест. Вы прекрасно знаете, что это и где ссылки. И, кстати, те, кто думает, у меня не получится, и вот еще такие есть комментарии, которые я не знаю, как с техникой быть. Еще раз повторяю, в самом начале бабушка 83-86 лет все справилась сама. Поэтому проблемы мы придумываем себе сами. И давайте начнем наш расклад. Единички. Первая карта — это сигнификация, чтобы понять, это твой расклад или нет. Если ты интуитивно выбрала там, например, первый расклад, это не значит, что он твой. Все выбирается по сигнификации. И вот сигнификация у нас, что сейчас в твоей жизни творится. Ну а ты прямо сейчас между двумя разными путями жизненными разрываешься. Как вот на лезвии ножа. То есть сейчас тот самый момент, когда нужно выбрать. Либо остаться в старых отношениях, где тебя держат на привязи, но есть иллюзия безопасности, конечно же. Либо рискнуть и уйти к новому человеку, который манит тебя свободой. И ты уже неделями метаешься, сравниваешь плюсы, минусы, а сердечко колотится как сумасшедшее. Твои друзья, подруги тебя не понимают. Они тебе говорят: беги от него, он там абьюзер и другие вот эти бусурманские слова. Другие говорят: он же хороший, ты чего? А ты вот застряла посередине, как бабочка между двумя цветочками. И знаешь, в чем подвох? Ты пытаешься всем угодить, но ты предаешь саму себя. Мужчина давно давит на тебя, чтобы ты приняла его условия, а новый ухажер ждет твоего ответа. И часики тикают, тикают, тикают. А твоя жизнь сейчас — это вот сплошной нервный срыв в режиме нон-стоп, где вот каждое утро ты просыпаешься с мыслью «нужно что-то решать» и засыпаешь с теми же самыми мыслями. Причем выбор не между плохим и хорошим. Оба варианта, они имеют и свои плюсы, и свои минусы. Один — это вот стабильная клетка с позолотой, а другой, как говорится, вольный ветер, вольный полет, но никаких гарантий нет. То какое предупреждение посылают тебе сквозь завесу всего? Ну, знаешь, вот если ты рванешь вперед, сломя голову, ничего хорошего не выйдет. Сейчас ты как колесница. Рвешься рулить своей судьбой, но ты забываешь, что управлять-то уметь нужно колесницей. Вот, а вдруг тебя кони в разные стороны понесут, понимаешь? Ты пытаешься одновременно удержать и старую связь, и новую возможность схватить. Но это же путь в никуда. Твоя вот эта спешка, она вот как авария в замедленной съемке смотрела. Все видят, что ты влетаешь в стену, кроме тебя самой. И вот жрица, это, знаешь, это как намек. Ответ есть внутри, но ты его глушишь. Ты же вот каждой волосинкой своего тела, ты же кожей чувствуешь, что вот с новым мужиком не все чисто. Он что-то скрывает за своими вот этими сладкими речами. Писюльки на прогулке он скрывает.
И ты заметила, как он резко тему меняет, когда ты спрашиваешь его про прошлые отношения? Или он неохотно показывает тебя своим друзьям, а то и вообще не показывает? Это все неспроста. Вот я тебе по своему опыту скажу, вот если у меня с девушкой серьезно, она всех моих друзей знает. Ну, не всех, плохих она не знает. И вот твои наставники, они тебе кричат: не лети ты на эту искорку первую, разберись, чего к чему. Этот типок, он может оказаться тем еще манипулятором, который тебя просто использует. Скорость сбавь, копай глубже. Проверь соцсети его, паспорт, с бывшими поговори. Я тебе на 100% говорю, ты узнаешь очень много интересного. Какое послание поддержки шепчут тебе твои наставники? Ну, знаешь, они говорят четко, вот завязывай с хаосом, строй систему. Император, он не просто так выпал. Пора голову включать. Тебе не хватает императора. Я с вами разговариваю, как будто вы арканы проживаете. Смотри, император — это структура, это вся твоя жизнь в собственных руках. Это не эмоции. Так вот, составь реальный план. Какие у тебя там денежные запасы, где ты жить будешь, кто тебя поддержит в случае чего. А семерка пентаклей — это вот знак, что нужно сесть, посчитать все риски, прям до копеечки. Не надейся на вот это авось. Посчитай конкретные сроки, суммы. Тебе не 5 лет, тебе уже 40. Если от мужчины уходишь, то думай, хватит ли тебе денег там на съем квартиры. Уверена ли ты, что там работа не кинет с зарплатой? И про свои долги не забудь. Их же все равно нужно отдавать. Но поддержка тут в том, что у тебя есть все нужное для старта. Ты просто, знаешь, разучилась видеть свои козыри. А у тебя козыри: образование, твои навыки, парочка подруг верных. Правда, подруги тут, знаешь, под огромным вопросом. Вот вспомни, как ты тянула собственный проект, который вот все провалили. Вся вот эта твоя собранность, она сейчас нужна как воздух. Тебе как воздух нужен император. Это не мужик, а то многие пишут: я хочу себе императора. Нет, император тебя задавит. Перестань ныть в подушку. Бери блокнот и выписывай все по пунктам. Чего, когда, сколько нужно и так далее. Как тебе быть, зная это все? Ну, знаешь, твоя задача — стать королем жезлов. Это король огня. Не загнанной лошадью, а вот королем огня. Возьми бразды правления, ну, конечно, без фанатизма. Ты же видишь, как вот десятка жезлов давит. Ты пытаешься все тянуть на себе. И работу, и отношения, и быт, и родителей. И всем угодить хочешь. Хватит? Хватит? Научись делегировать. Не можешь сама переехать, найми грузчиков. Устала от подруг, которые ноют, ограничь общение. Не справляешься там с проектом с каким-нибудь, попроси начальника о помощнике. И главное, определи для себя вот то самое важное прямо сейчас для тебя. Это не мужик. И не распыляйся на них всех сразу. И на 10 дел сразу не распыляйся. Выбери для себя 3 ключевые цели и бей в них как танк. Понимаешь? Если решила уйти, то делай это быстро и решительно. Не затягивай с разборками. Если остаешься, сразу ставь жесткие условия. Но помни, сколько бы ты на себе не тащила, мир не рухнет, если ты упадешь без сил. Прямо завтра составь список, что я там могу скинуть с плеч, что я не могу. И начни это делать. Делать. Иначе через месяц ты просто сляжешь с этим нервным истощением. Потому что карты это четко показывают. Ты сляжешь, если ты не остановишься и императора не включишь. Давайте перейдем ко второму варианту.
Двоечки, мои любимчики, поэтому крапивы будет много. То сейчас в твоей жизни творится, это сигнификация. А ты сейчас в полном бедламе. Я даже не знаю тут с чего начать. Твоя жизнь — это вот два параллельных взрыва, которые уже грохнули. Первое, ты все теряешь, что годами строил, а это конкретный крах бизнеса или работы. Там уже все, труба пепелище. Вот скажем прямо, магазин, там, на который ты там брала кредит и так далее, свой бизнес, это все горит дотла. Начальник тебя, как говорится, вышвыривает без выходного пособия. Вот одно из двух у тебя. А второе, у тебя семья рушится. Мужчина твой там, с которым ты 10 лет прожила, уйдет к твоей подруге, уходит уже. А ты это узнаешь из смс-ки, из сообщения. И вот эти две катастрофы, они бьют по тебе одновременно, как вот молоток по стеклу. Сейчас сидишь на развалинах двух важных сфер вот этих и даже не плачешь, потому что у тебя шок. Деньги улетают на погашение долгов, подруги разбежались кто куда. А у тебя, ты утром просыпаешься, у тебя мысль первая не «Ой, доброе утро», да, а вот «Как жить дальше?». И тут не просто трудности, это башня. Это точка невозврата. Старая жизнь кончилась, а новой пока нет. И ты вот над пропастью висишь. Извините. Какое предупреждение? Ну, знаешь, тебя духи отводят за руку от вот новой ловушки. Вот смотри, я объясню. Тебе сейчас предложат быстрый выход. Например, там коллега позовет там в какой-то авантюрный проект с обещанием золотых гор, типа криптовалюта, сетевой маркетинг и вот это. Под боком новый мужик появится, который будет сладкие речи тебе про спасение, и давай начнем все с чистого листа. Вот это ловушка. Ты сейчас вся израненная, готова ухватиться за любую соломинку, но эти варианты, они приведут еще к большему дерьму, извини меня за выражение. Соблазн броситься в новые дела, в отношения, это будет диким. И это будет путь в яму. Эмоции тебя затуманят. Будешь верить в сказку, а в итоге ты потеряешь последние деньги и нарвешься на Альфонса. Вот твои наставники как раз и говорят, что стой, резких движений не делай. Сейчас тебе нельзя принимать решения под влиянием вот этого отчаяния или иллюзий. Любое твое «да», оно должно быть холодным. И вот есть же поговорка «100 раз отмерь, 1 раз отрежь». Вот в твоем случае 1 000 000 раз отмерь. Понимаешь? Какое послание поддержки? Проводники твои. Они тебя не бросают, они говорят вот знаешь как, да, ты сейчас в тумане, это нормально. Такова жизнь. Ты мечешься между фантазиями там о месте бывшему, побеге в другую страну или вообще забиваешь на все и там неделю не просыхая пьешь. Это образно. Эти мысли — это не безумие, это твой мозг ищет хоть какой-то выход. Разреши себе этот хаос, разреши 2 недели ныть себе. Подругам я имею в виду. Смотри сериалы, кушай мороженое, пирожки. 2 недели. Но потом хватит. Потом очнись и признай. Да, этот сволочь, да, начальник мудак, и ты в глубокой жопе. Но это не конец. Вот этот эмоциональный ураган, этот процесс очищения, понимаешь, твой? Ты прозреешь позже, когда вот эта грязь осядет. Сейчас просто выживай и не кори себя за какую-либо слабость. Даже твои иллюзии — это часть пути. И мечтать о том, как вернешь все назад, это нормально, но не залипай в этом надолго, понимаешь?
Как тебе быть, зная все это? Ну, знаешь, тут действовать как бульдозер надо, как танк, но с сердцем. Вот смотри, возьми блокнот и все свои долги посчитай, все до копеечки. Банкам позвони, договаривайся о вот этом, чтобы там отсрочку, вот это все. Никаких вот этих «ой, потом». Рыцарь Пентаклей — это долгая, нудная, методичная работа. Каждый день по 3 звонка, 5 писем. Устроишься на любую работу, хоть официантка, хоть уборщица. Не смей брезговать, понимаешь? Второй там шаг — это там выдели 1 час там в день на слезы и крик. Выпусти вот эту злость. Порви фотки его. Напиши письмо матерное, ну, ему, и сожги. То есть это рыцарь кубков. То есть не закапывай эмоции, но не дай ему управлять тобой. Третье там, что-то в неделю 1 раз там на выходные делай что-то такое тупое и радостное. Там купи самое дешевое мороженое. Или там включи себе музыку в ванной, да, в душе, и пой на всю Ивановскую, как говорится. Позови соседку вино попить. Это не роскошь, нет, это лекарство. Я не про вино, я про глупое сделать. Главное, знаешь, никаких резких движений. Ни новых кредитов, ни переездов, ни романов, ни новых вот этих авантюрных идей. Ты будешь тащить этот воз год, зато потом ты вылезешь из ямы. И ты справишься, но только если ты будешь двигаться шажочек за шажочком, а не рвать, как говорится, когти вперед, сломя голову, на эмоциях во все эти авантюры, впутываться. Ни в коем случае. Голову включай. Давай посмотрим третий вариант. Троечки, троечки. Что сейчас в твоей жизни творится, это сигнификация. Если вы по интуиции выбрали вариант, это не факт, что ваш вариант. Этот расклад выбирают по сигнификации. То есть первая карта говорит о том, что сейчас в твоей жизни творится. Понимаешь? А то сову на глобус не нужно натягивать. Итак, что в твоей жизни? Ну, ты белка в колесе сейчас. У тебя проблемы, и все связаны с деньгами и контролем. Ты сейчас на том зациклилась, что вокруг все было идеально. Дома у тебя музей, работа, деньги, внешность у тебя как с обложки, красивая, я бы сам женился, но не женюсь, конечно же. Но за это все ты платишь жестко. У тебя нету личного времени. Подруги обижаются, что ты исчезла. И внутри у тебя уже пустота, ты как хомячок, который тащит норку все больше там вот этих семечек, зерна, чего они там кушают. Но ты забыла, зачем это все нужно. А конкретно ты вложила большие деньги там в новую квартиру под аренду, чтобы доход увеличить. Но теперь ты сама ремонтируешь плитку по ночам, потому что ты не доверяешь никому. Отменила поездку с мужиком на море, потому что надо зарабатывать. Ты превратила сейчас себя в робота этого не алкоголика, трудоголика. Понимаешь? Просыпаешься со списком дел, засыпаешь, наверное, тоже с калькулятором. И у тебя вот так вот по кругу. Твоя жизнь сейчас — это вот бесконечная каруселька: заработать, проконтролировать, накопить. И теряешь лицо человеческое. Ну, я согласен, ты сейчас деньгами обеспечена, но в остальном ты выжатый лимон. Даже родители, наверное, тебе звонят 1 раз в месяц, потому что знают, что ты скажешь: «У меня дела».
Да какое предупреждение посланники? Ой, извините, заговорился. Наставники посылают. Ну, тебя они откровенно спасают. Они кричат, что если ты не остановишься сейчас, то твоя вот эта идеальная жизнь в клетку превратится. Вот смотри, тебе светит реальный крах всего, что ты строила, если ты продолжишь игнорировать законы Вселенной. Ты как баран уперлась в свои правила. Только не так, только мой способ, только полный контроль. Но мир-то уже меняется. Вот твой бизнес-план, который ты считаешь гениальным, на самом деле устарел. Ты отказываешься слушать маркетологов, которые говорят, что там ТикТок — это говно, и ты не слушаешь. У тебя в голове, знаешь, вот раньше и газет объявления в газетах хватало. Итог, у тебя клиенты все уходят к конкурентам, а ты в ответ гайки еще сильнее затягиваешь. Скоро момент придет, когда тебя просто, как говорится, выкинут с рынка, как хлеб вчерашний. Ты не развиваешься в плане новых технологий, ты держишься за старое. И у тебя еще твои принципы. Я все сама. И вот это все доведет до скандала. Парень у тебя уже на пороге расставания, потому что ты ставишь деньги и работу выше отношений. Если глазки не откроешь, у разбитого корыта останешься. Понимаешь? Без любви, без вот этого всего. Какое послание поддержки, шепчут наставники? Ну знаешь, они прямо тебе говорят, ты все можешь изменить, если ты перестанешь быть паровозом и начнешь сердечко свое слушать. Твоя сила, она, знаешь, в умении других зажигать, а не в том, чтобы тащить все в одиночку, как этот паровоз. Паровозы, они из моды вышли уже, сейчас поезда есть. А то и вообще эти, как их, высокоскоростные на магнитах, ну, не знаю, как называется. Понимаешь? А ты паровоз. А там уже я не знаю, как называется, но поезда во всяком случае. Вот вспомни, как ты 2 года назад собрала девчонок на мастер-класс. Все ушли в восторге, ты их энергией зарядила. Вот этот огонь внутри тебя, он еще не погас. Сейчас тебе нужно не рвать жилы, да, а распределить обязанности. Отдай там бухгалтерию толковому специалисту, найми менеджера там для чего-нибудь. Пусть они работают, а ты освободи время для главного. Твоя миссия не копить миллионы, а создавать что-то живое. Понимаешь? Открой там курс какой-нибудь онлайн, а только не для денег. Ну, и для денег, конечно, тоже ни в коем случае не бесплатно. Нельзя запускать бесплатные онлайн-курсы. Должно быть равномерно. Ты им, а не тебе. Запомни это навсегда. Какая-никакая, но всегда должна быть оплата. Хотя бы копеечка. Так вот, запусти какой-нибудь онлайн-курс по той вещи, по твоему хобби, которая тебе нравится. То есть не цель деньги заработать, хоть деньги и будут, да, а вот, например, там по творчеству, там, скажи там, как сказать, рисовать учи, ну, то, что тебе нравится. Понимаешь? То есть ты будешь вести курс и радоваться жизни. Понимаешь, о чем я говорю? И показаться слабой не бойся, потому что ты сейчас «я все самаха, я все самаха». Мужчина твой тебя поддержит, если ты честно скажешь «я устала, давай вместе». Я тебе сейчас одну вещь скажу, только ты не обижайся. Ты родилась не для того, чтобы пахать как лошадь, а чтобы других вдохновлять своей страстью. Бизнес, не нужно от бизнеса отказываться ни в коем случае, но делегируй часть задач, чтобы ты хотя бы в воскресенье могла поспать до обеда. Ну, хотя бы, я говорю. Как тебе быть, зная все это? Ну, знаешь,
время операций. Вот не так сказал. Время вот этих хирургических решений. Вот сейчас у тебя два пути. Либо ты резко меняешь стратегию, либо тебя ждет полный разгром. Чего ты выбираешь? Скажешь: дед, скажи мне план действий, а что делать-то? Первое — это упакуй чемодан и сорвись со своим мужиком хотя бы на выходные в лес. Без телефона, без ноутбука, без вот этих бусурманских приблуд. Ну, в виде гаджетов, я имею в виду. И вот на свежем воздухе ты себя услышишь, и ты поймешь, что важнее. Цифры там в приложении банковском, да, или его объятия. А второе, вот как вернешься, я уже сказал, да, делегируй 70% своих задач. Ты не паровоз, уже поезда целый век ходят, а то и вообще, я не знаю, как они называются, ну, которые вот на магнитах, и еще там 500 тысяч километров в секунду, ага, в секунду, в час. Я запутался. Понимаешь? И найми нормального управляющего. Нормального. И выдели 3 часа в неделю только для души. Вот для своей души. Все что угодно, что тебе нравится. Танцы, рисование, как его называется, фитнес. Все что угодно, где ты не думаешь о деньгах, понимаешь? Если через месяц не полегчает, значит, ты все сделала неправильно. И главное, прекрати себе врать. Типа, вот еще немножко и заживу. Вот еще месяц поработаю, возьму выходной. Хватит. Эта гонка, она уже разрушает твое здоровье. Ты уже сама видишь, что у тебя волосы лезут, сердце колотится. Поэтому выбирай. Либо ты продолжаешь гнаться за вот этим призрачным успехом и все теряешь, либо сегодня же там звонишь помощникам и начинаешь жить, а не выживать. Духи, они же не зря тебе кричат, они знают, что ты сильнее вот этой ловушки. Поэтому вылезай. И, конечно же, всегда помни, что я с тобой рядом.